Привет, друзья! Это Ната, и на своем блоге я веду дневник с наблюдениями за растениями. Пытаюсь вырастить большие цветы у себя дома. Под лампой, что льет свет, тут же роза, которую я обрезала и пересадила, поставила вместе со всеми растениями. Она чувствует себя прекрасно. Через неделю на ней появились новые почки, крошечные, набухшие, как жемчужины в зеленой оправе, и кустики листочков, что выстрелили вверх, свежие. Они отличаются по цвету. Бледно-зеленые, салатовые, новые весенние, с легким налетом нежности, полные той юной хрупкости, что манит прикосновением. От тех, что были изначально, у тех глубокий зеленый окрас, насыщенный, как лес после дождя, с глянцем, что блестит под лампой. Эти новые контрастируют, добавляя букету слоев, как в палитре художника, где старые и юные сплетаются в симфонию. В горшке 3 кустика, 3 розы, как она и была изначально при покупке в магазине. Я не делила кустики, а все 3 посадила в один горшок. Одну я обрезала коротко, оставила сантиметров 5 от основания, чтобы посмотреть, что с этим будет, и ее стебель оброс почками. Мелкими бугорками по всей длине стебля. На верхушке желто-зеленый новый лист, крошечный, с краями, что слегка волнистые, ловящие свет лампы, как паруса в легком бризе, обещая рост вверх. Вторую розу обрезала половину коротко, нижнюю часть укоротила, чтобы сбалансировать, а вторую оставила высокой, срезав только вершину, где бутоны висели увядшими. Она тоже обрастает. По стеблю, как по лестнице, полезли новые почки, зеленые бусины, светятся изнутри, а листья на верхушке расправляются, добавляя высоты, делая кустик пушистым. Третий кустик срезала только макушки с бутонами, те, что высохли как икебана, а куст остался большим, раскидистым, с ветвями, что расходятся веером. Его ствол усыпан почками, густо, как гроздь винограда, и наверху кустики листьев, свежие, с зазубринами, зубцы короны, и она стала выше, вытянулась на пару сантиметров, превращая горшок в миниатюрный сад, где зима отступает перед зеленым упорством. Я очень-очень рада, что розочка довольна, земля в горшке всегда чуть влажная, не мокрая, как болото, и аромат от листьев, легкий, травянистый, что разливается по комнате, прогоняя холод за окном. Я подкормила ее один раз янтарной кислотой после пересадки, щепотку порошка растворила в воде, прозрачный, как эликсир, и все. Больше ничего, только наблюдение, полив по пальцу, 3 сантиметра вглубь, и опрыскивание от сухого воздуха батареи. Может, новая лампа помогает расти. Ее белый спектр, 60 Вт с режимами, что я переключаю пультом, дистанционно, из любой точки, ведь у нас зима, и мало света. Солнце прячется за тучами, дни короче ночи, а снег за окном отражает тускло, не давая тепла. Лампа льет поток ровный, как тропический день, будет почки, толкают листья вверх, окрашивает их в салатовый, как предвестие весны, где алый вернется в бутонах.